Лет с 13, наверное. То есть я очень много где была, много искала, чтобы понять, кто я, глубоко понять. У меня такие были еще лет 13 провалы в вопрос, кто я. Жизнь была достаточно наполнена страданием. И здесь вот эта трансформация, перезагрузка, которой я шла, которую я искала. Все, что с тобой происходило здесь, оно тебя в любом случае трансформирует. Оно все равно делает твою жизнь лучше, чище тебя делает. То есть ты начинаешь слушать голос своей души. Наконец-то почувствовала огромные силы природы, вот этой жизни. Я почувствовала связь, я перестала чувствовать разделенность. И я поняла, что со мной ничего не может произойти, что я в полной безопасности. Меня зовут Юля, я из Санкт-Петербурга, мне 41 год. А что привело тебя на ретрит? На ретрит меня привел, в принципе, когда я только узнала о школе, вот на равновесие пришла первый раз, и сразу, буквально на второй день, спросила у ведущего Артема Исакина, что есть по встречам очным. Он сказал, что есть ретрит, и, в общем-то, на равновесие я уже приняла решение, потому что увидела, что школа — это как раз то, что я искала всю жизнь, то есть вообще и цели, и формат, и это вот просто, все для меня. Поэтому приняла решение о ретрите. Были препятствия, безусловно, но, естественно, преодолела. А как ты поняла, были какие-то опыты там? Поняла, что это мое? Ну да. У меня такой экзистенциальный вопрос, скажем так, лет с 13, наверное. То есть я очень много где была, много искала, чтобы понять, кто я, глубоко понять. У меня такие были еще лет 13 провалы в вопрос, кто я, и вот прям куда-то, и были тупики. И смысл жизни, вот всю жизнь, это было вот такой очень-очень важный для меня момент. И жизнь была достаточно наполнена страданием, в общем-то. То есть у меня очень серьезные были многолетние такие тяжелые состояния психологические. И я искала выход, я поняла, что нужна перезагрузка, трансформация. И еще я искала дело, которое бы приносило пользу, то есть которое бы было, чтобы я могла как-то отдавать что-то, то есть быть полезной в высшем смысле. Школа в этом плане соединяет все. Здесь есть и высший смысл, здесь высший смысл в отдаче, что для меня очень важно. И здесь вот эта трансформация, перезагрузка, которой я шла, которую я искала, поэтому сомнений не было. Здесь все есть. И для меня, и для любого человека, который ищет. Здорово. А как прошел сам ретрит? Ретрит прошел бурно. В основном, конечно, я была готова к труду, к внутреннему, то есть я понимала уже, я прошла все онлайн перед этим клубы и понимала, что это труд, да и в принципе любая перезагрузка — это внутренний труд. Надо быть внимательным, надо быть бдительным, надо быть доверчивым к природе, к жизни, доверчивым к процессу. Нужно доверять учителю, инструкторам, то есть нужно открыться тому, что происходит, и тогда это проходит все легче. Это неизбежно, мы накопили это все за эту жизнь, за прошлые жизни, мы накопили очень много программ тяжелых, кармических. Вычистить их не хватит много жизней, в то время как здесь это буквально за 2 недели огромная часть с такой скоростью вычищается, что просто ты даже не замечаешь, какие у тебя программы выходят, ты просто либо поплакал, либо посмеялся, и у тебя огромный груз уже с души, куча масок от тебя отлетела, ты просто себя уже не узнаешь, другим человеком чувствуешь. Вот, поэтому вопрос был какой? Как прошел ретрит? Да. Может, то есть в основном были чистки, да. Конечно же, то есть как только какая-то очередная маска уходила, наступало облегчение, и все, я уже чувствовала жизнь, чувствовала природу. Это было прекрасно. То есть практики все больше и больше углублялись. То есть я уже больше появлялось это чувствование жизни, вкус жизни, интерес к жизни, интерес к настоящему моменту. То есть вот эти моменты все
И что самое такое, ну не самое, но, ну, вернее, даже, наверное, самое важное, я почувствовала, что такое команда. Я почувствовала, что такое честные, чистые отношения, искренние, да, то есть пускай какие-то, может быть, где-то у кого-то притирки, но это все честно выясняется, это все прорабатывается, потому что здесь единая цель, и мы все понимаем, что мы все одна душа, и поэтому мы идем к единению, это очень важно, это и прочувствовала команду как единый организм, что очень важно. То есть все наши чистки, они распределялись на всех, мы просто как пуповины все связаны были. И Ты прям прочувствовала, да? очень почувствовала, вся команда почувствовала, и мы это видели, понимали. Ну, то есть это вот очень важный момент, потому что ну, это, в общем-то, самое главное. По одному, один в поле не воин, один человек ничего не сможет мир изменить. Никак. Как была встреча с учителем, как ты его почувствовала? Ну, встреча с учителем незабываемая совершенно. Но первый раз он пришел, я еще была в самом эпицентре внутренней борьбы, то есть я тогда же с трудом помню, как это было. Очень серьезно впечатлила меня вторая встреча. Я сидела к нему близко, и мы общались, и я, ну, как вот открыто была, чувствовала, как, ну, что это просто человека полностью отдача, то есть просто отдача. И когда прошла встреча, прошел блок, мы пошли, я вышла из зала, подошла вроде как одеваться, уходить, и поняла, что я шагу не могу сделать, не сдвинуться просто. Я такая села на ступенечку и сижу. И ощущение было, что я погрузилась на дно океана. То есть я сижу, воздух плотный, я не могу, ну, не могу и не хочу говорить, там, двигаться. Я просто в такой тишине, в такой глубине тишины, что вот люди ходят, ребята собираются уходить, ко мне там подходят, меня там что-то, эй, ты как вообще, живая? Я такая, тебе хорошо? Тебе плохо? В общем, так вот мы пообщались. И я вот чувствовала такую наполненность невероятную, что я просто, ко мне подошел как вот наш, мой однокомандник, мой друг Алексей, и просто глазами спросил: ты что? А я на него смотрю и говорю: а как я буду это отдавать? То есть потому что тут уже ты видишь, как много дают тебе здесь, ты чувствуешь это. То есть я это чувствовала от команды, от старшей, от инструкторов. То есть тут все для нас, вот просто такое внимание тонкое, душевное, заботливое, направленное. Ну, учитель, он просто залил светом, и я уже все, я уже понимаю, что мне нужно на отдачу, я уже понимаю, что мне нужно отдавать, что совершенно нереально больше жить в потребительском состоянии, совершенно нереально, потому что весь мир это отдача, и чтобы жить с ним гармонично, это нужно жить по этому принципу. Вот, поэтому встреча с учителем, такая благодарность внутри к нему, это, ну, просто не передать даже словами, какая благодарность и любовь у меня к этому человеку. Здорово. А как ты думаешь, вот ты бы посоветовала ретрит другим людям? Я вот абсолютно точно посоветовала бы ретрит, причем даже не тем, кто ищет прям направленно, так как я вот прямо, а даже те, которые просто хотят хоть чуть-чуть почувствовать, понять что-то внутри, опыт сверх своей обыденной жизни. То есть хоть чуть-чуть выйти за рамки вот комфорта, прощупать свой потенциал, понять хотя бы чуть-чуть, кто ты есть, немножко посмотреть на себя другими глазами. Вот равнодушных после ретрита не останется вообще, не останется ни одного человека, у которого ничего не поменялось. Потому что здесь работает свет, здесь работает сила команды. И в любом случае, даже если они там говорят: ой, что-то я там ничего не чувствую,
это вот ты выйди туда, и там ты все почувствуешь, что все, что с тобой происходило здесь, оно тебя в любом случае трансформирует, оно все равно делает твою жизнь лучше, чище тебя делает. То есть ты начинаешь слушать голос своей души. То есть это вот очень важно. Вот у меня в результате практик я поняла, что я начала чувствовать, слышать голос своей души. И у меня появилась потребность разговаривать с Богом каждый день искренне. И это за 10 дней там, ретрита огромные изменения, трансформации, навыки вот эти вот совершенно уникальные. Поэтому, конечно, я советую вот любому человеку, который хоть чуть-чуть вообще задумался вот о том, чтобы хоть немного куда-то свернуть из обыденной жизни, выйти за рамки. Вот, обязательно. А как ты себя сейчас чувствуешь? Я себя Что чувствую... тебе поменялось, может быть? Поменялось очень много, были очень серьезные программы в плане неуверенности, в плане вот этой вот зыбкости личности, там, личностные много программ. Что почувствовала? То есть сейчас уже в конце ретрита все вот эти тяжелые, вот такие вот качели прошли. И сегодня на программе, когда я ее делала в лесу, я наконец-то почувствовала вот эту вот основу, свою связь с жизнью, с такими силами, которые сильнее, то есть огромные силы природы, вот этой жизни. Я почувствовала связь, я перестала чувствовать разделенность, и я поняла, что со мной ничего не может произойти, что я в полной безопасности, потому что я есть все. И вот эта вот любовь, вот эта забота обо мне, чтобы вот этой вот жизнью. То есть и у меня даже изменился голос, у меня изменилось даже вот лицо по факту. Я почувствовала внутреннюю уверенность. Вот внутреннюю уверенность в том, что я на правильном пути, что у меня совершенно не может быть никаких преград, потому что жизнь, она всегда разворачивается к нам для благих целей, она всегда к нам повернется и всегда сделает наш путь комфортным, но в тот момент, когда ты уже действительно внутренне решил. То есть пока сомнения, там, конечно, будут разные проверки, но когда ты решил, нам бояться нечего, даже проверок нечего бояться, это прекрасно, это проработка. Вот, и я чувствую именно вот уверенность внутреннюю, то есть у меня вот какое-то спокойствие и наполненность смыслом, то есть все, у меня есть дело моей жизни, у меня есть дело многих моих предыдущих жизней, выйти из иллюзий из полных, и я себя чувствую счастливой, я себя чувствую спокойной, я себя чувствую наполненной и абсолютно решительной. Здорово. А может, у тебя есть что-нибудь пожелать зрителям? Зрители. Но если зрители смотрят, то значит им эта тема как минимум интересна. Пожелать я хочу, ребята, загляните вот внутрь себя, прям глубоко-глубоко загляните и попробуйте почувствовать, что хочет ваша душа. Попробуйте понять именно поглубже, услышать вот ее голос, ее песню, услышать зов. То есть попробуйте почувствовать, что хочет душа ваша. Потому что это очень важно. Мы живем и даже не слышим этого, не слышим голоса своей души. Вы подумайте, все ли вас устраивает ли вас такая жизнь, устраивает ли вас вот та любовь, которая которая называется любовью в обыденной жизни. Поймите, хотите ли вы настоящей полноценной жизни, хотите ли вы быть именно полноценным человеком, жить счастье, нести эту радость, жить вот с глубинной радостью, выражать эту радость, нести ее в мир. Хотите ли вы жить по-настоящему?
Вот. Ну и, соответственно, если вы почувствовали какой-то вот внутренний вот этот импульс от своей души, обязательно дальше действуйте, обязательно, потому что проспите эту жизнь, можете проспать еще следующую. То есть надо торопиться, пока есть такая школа, такая команда и учитель. То есть такой учитель — это совершенно уникальная ситуация, поэтому если вы слышите зов в своем сердце, то, пожалуйста, действуйте, идите вперед. Это очень важно.